От пациента. Пациент уже несколько лет наблюдается по поводу ТКП и хронического простатита. Несколько месяцев назад резко поднялась температура. Обострились проблемы с мочеиспусканием, история обследований в приложении, и в рамках исследований был отмечен резко завышенный уровень ПСА, ранее ПСА всегда был менее 4. К настоящему моменту общий ПСА снизился до 5, однако параллельно выявлен высокий уровень индекса ФАЙ. Просим провести интерпретацию МРТ по PIRATS-V2. Консультативное заключение по МРТ пациента 58 лет. Дата исследования 17 ноября 2020 года. При МРТ малого таза в аксиальной, сагитальной и корональной проекциях получено изображение структур малого таза по Т1 и Т2В и диффузии, а также динамическое контрастирование. Мочевой пузырь умеренно наполнен, содержимое соответствует жидкости, стенка не утолщена, в просвете пузыря патологические образования не выявлены. Предстательное железо 4,8 на 5,3 на 3,8 мм. Железо симметрично, структура железы неоднородная. В структуре железы определяются точечные очаги потери сигнала, соответствующие микрокистам и очагам категории 1. Оценка по шкале PIRATS для Т2 и 1 для центральной и 1 для транзиторной зоны. Справа в периферической зоне гипоинтенсивный очаг на Т2 около 1 см без четких границ, категория 4. Двиедыку отрицательные. Отсроченного контрастирования нет. Семенные пузырьки дифференцируются отчетливо, кистозно изменены. Парапростатическая, паравезикальная и параректальная клетчатка не изменена. Увеличенные лимфатические узлы и свободная жидкость в полости малого таза не выявлены. Деструктивные изменения в видимых костях таза не определяются. Таким образом, данных за опухолевое поражение не имеется. Суммарная градация PIRATS в 2-3. Хронический простатит. Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Халин Александр Васильевич. Вопрос пациента. В результатах исследования указано таким образом, данных за опухолевое поражение не имеется. При этом общий результат по PIRATS -3, что подразумевает все-таки среднюю вероятность наличия клинически значимого рака в отличие от оценок 2,1, где вероятность низкая. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано, и есть ли по мнению врача необходимость в проведении биопсии для уточнения? Ответ профессора Халина. Это связано с гипоинтенсивным сигналом на Т2, одном из 3 вероятностных критериев опухоли. Поэтому, несмотря на остальные отрицательные показатели, биопсия очень рекомендуется. Хронический простатит – патология, которая подразумевает наличие у человека целого комплекса проблем со здоровьем, в том числе поражение тканей, функциональные нарушения работы не только предстательной железы и мочевыводящих путей, но и иных систем органов мужчины. Причины хронического простатита: инфекции мочеполовой системы, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие постоянного полового партнера, отказ от предохранения, наличие инфекции у партнера. Гиподинамия. Оперативные вмешательства на простате без предварительной подготовки с помощью антибактериальных средств. Утомление, регулярные переохлаждения, неполноценное питание, дизритмия половой жизни, катетеризация мочевого пузыря на постоянной основе знак $. Наличие отдаленных очагов инфекции, гайморита, танзелита, кариеса, хронического бронхита, пневмонии, пиедермии и прочее. Редкое мочеиспускание и прочее. Признаки хронического простатита. Боли и ощущения дискомфорта, возникающие в области малого таза и продолжающиеся не менее 3 месяцев. Проблемы с либидо. Эрекция не наступает в тот момент, когда для этого имеются адекватные условия, но хотя определенные сексуальные расстройства присутствуют, полной импотенции не наблюдается. Преждевременное семяизвержение, характерное для начальных этапов развития заболевания. Ирритативные симптомы, учащение мочеиспускания в ночные часы, ургентность, боли и ощущение жжения во время опорожнения мочевого пузыря, недержание мочи. Диагностика хронического простатита. Первичное обследование, включающее выяснение анамнеза и жалоб, проведение наружного осмотра гениталий на предмет выделений, высыпаний, раздражений, пальцевого ректального исследования простаты с целью определения контуров, границ, консистенции, болезненности железы. УЗИ предстательной железы для определения структурных и функциональных изменений предстательной железы. Детекция инфекционных возбудителей с проведением исследования общего анализа мочи, бактериологического исследования мазка из уретры и мочи, третьих стаканной пробы мочи, ПЦР и РИФ исследования соскоба на возбудителей половых инфекций. Забор и исследование секрета простаты. Уродинамическое обследование, позволяющее дифференцировать хронический простатит от стрессового недержания мочи, нейрогенного мочевого пузыря и другие.
Эндоскопия мочевых путей, показанная при гематурии, гемоспермии, обструктивном мочеиспускании. Шкала PIRATS читается как PIRATS, сокращение от Prostate Imaging Reporting and Data System. Это международная стандартизированная методика анализа и описания результатов МРТ предстательной железы, разработанная для выявления клинически значимого рака предстательной железы. Шкала оценки PIRATS. PIRATS 1, вероятнее всего доброкачественная. PIRATS 2, вероятно доброкачественная. PIRATS 3, неопределенная. PIRATS 4, вероятно злокачественная. PIRATS 5, вероятнее всего злокачественная. Зачем нужно описание МРТ простаты по PIRATS? Стандартизация параметров сканирования. Упрощение и стандартизация терминологии для врачей разных специальностей, урологов и рентгенологов. Разделение пациентов на группы риска, 5 категорий изменений по PIRATS, по степени возрастания вероятности наличия клинически значимого рака. Снижение числа ненужных биопсий. Облегчение прицельной биопсии, когда МРТ малого таза может определить расположение опухоли. В заключении по МРТ указывается тот или иной сегмент железы, и благодаря этому уролог знает, в какой точке выполнить биопсию.